Когда я учился в школе, я был обычным жизнерадостным подростком. Сидя на задней парте и рисуя в тетрадке, я часто размышлял о том, как хотел бы провести свое будущее. Рядом со мной всегда сидел мой друг, Анатолий Астольев. Тоша был тихим парнем, но чрезвычайно добрым и умелым. Он обожал фэнтези, мечи и часто рассказывал мне про рыцарей и магов. Мы дружили с детства, и я всегда знал, что могу на него положиться. Однажды на перемене Тоша достал из рюкзака диск и с восторгом показал мне. Смотри, что отец подарил на день рождения. Это был диск с визуальной новеллой Fate Stay Night. «Вау, круто!» — сказал я. «Ты играл уже?» Нет, Анатолий покачал головой. у меня комп сломался. Хотя Тоша был умелым во всем остальном, он совершенно не разбирался в технике. Я пообещал помочь ему с компьютером, ведь он был моим другом. Когда мы пришли к нему домой, я сразу почувствовал резкий запах. Нечто гнилое, странное. Это меня немного насторожило. Родителей нет дома, не переживай. Успокоил Тоша, улыбаясь. Я кивнул и подошел к компьютеру. На удивление, он включился с первой попытки. Странно, пробормотал я. Ты уверен, что он был сломан? Я тебе говорю, он не работал. Тоша настойчиво вставил диск с игрой в дисковод. Игра запустилась, и он вдруг резко, почти агрессивно сказал. Теперь оставь меня в покое, я сам разберусь. Это было не похоже на него. Его грубый тон меня удивил, но я не стал спорить. Ладно, хорошо, Тоша, играй. Вернувшись домой, я лег спать, но меня разбудило странное сообщение на пейджер. Кирилл, я больше так не могу. Мое сердце замерло, я сразу набрал его, но ответа не было. Я пролежал в постели до утра, дрожа от неизвестности. На следующий день в школе тоже не было, и это усилило мое беспокойство. После уроков я направился к его дому, который находился недалеко от старой больницы. Дверь своевольно открылась, и я вошел внутрь. «Тоша?» Позвал я, но никто не ответил. В квартире было темно, воздух казался застоявшимся. Я прошел в его комнату и увидел компьютер. Экран мерцал, и на нем мелькали странные, пугающие изображения. Нечто жуткое, напоминающее изуродованные тела, странные формы, непонятные силы. Я подошел ближе, и мое дыхание сбилось, когда понял, что это реально сцены пыток. Кровь и ужас заполняли экран. Но это были необычные люди. Почему у девушек свисал огромный член? «Тоша!» Я бросился искать его по квартире. Открыл дверь в ванную и остановился в ступоре. Весь пол был залит кровью. Там лежал Анатолий, искривленный в жуткой позе, с холодным и пустым взглядом. Я резко очнулся от этого кошмара, словно проснулся после долгого сна. Дыхание сбивалось, голова кружилась. Я услышал звонок в дверь. Посмотрел в глазок и увидел фигуру. Розоволосую девушку. Ее лицо было мертвенно-бледным, а глаза пустыми. Она говорила тихим, едва слышным голосом. Кирюша, открывай. Это был мужской голос? Мое сердце колотилось как сумасшедшее. Эта фигура вызывала у меня животный страх. Я не знал, что делать. Спрятался в комнате и затаил дыхание. Входная дверь медленно открылась. Я знаю, що тобі було приємно. Раздалось снова. Голос стал ближе, словно совсем за дверью. Эти слова звучали так странно и неуместно в тишине моего дома, но самое ужасное — это была смесь Тошиного голоса и какого-то жуткого мужского тембра. Слова отзывались внутри меня, вызывая холодный пот на лбу. Резкий стук двери, за которой я прятался, заставил меня вздрогнуть. Я тобі не подобаюсь. Мое тело парализовало. Я хотел закричать, но не мог издать ни звука.
Не было никакого логического объяснения тому, что происходило. Это был кошмар наяву, безумие, от которого я не мог сбежать. Кирюша. Голос вдруг стал мягче, почти ласковым, но это только усиливало мой ужас. Дверная ручка медленно повернулась. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. В голове проносились мимолетные образы. Тоша, изродованная сиськастые тела на экране его компьютера, кровавая ванна. Я вдруг понял, что все это каким-то образом связано с тем диском, с той игрой. Но было уже поздно. Дверь открылась с хриплым скрипом. Я встретился взглядом с фигурой, что стояла в дверном проеме. Это было нечто между женщиной и чудовищем. Розовые волосы были испачканы засохшей кровью вперемешку с чем-то белым. Кожа бледная, как у мертвеца, но самое страшное – это глаза. Они были бездушными, будто внутри не осталось ничего человеческого. Ти думав, що можеш ховатися вічно? Существо шагнуло ко мне. Его лицо исказила странная улыбка. Я отполз назад, пытаясь найти хоть что-то, что могло бы защитить меня. Но мой разум отказывался работать. Страх сковывал каждое движение. В это мгновение я понял, что это не просто игра. Что-то, что произошло с Тошей, вытекло из виртуального мира в реальность. И теперь оно охотится за мной. Ти будеш зі мною назавжди, Кирюша. Произнесло оно. В его руках я заметил кровавый нож. Я закричал, когда она шагнула ко мне. Я с ужасом понял, что это конец.